время ложиться спать. Тут постелил себе спальный мешок. И буду спать в аэропорту. Здесь рядом уже люди лежат, тоже отдыхают. Ну и я посплю часиков 5-6. Все, спокойной ночи. Да, оказывается, не один такой. С десяток другой людей, которые также ночуют. На самом деле было очень тяжело уснуть, потому что было шумно. Но, наверное, после 3 ночи стало лучше, потому что семья, у которой 2 ребенка, они ужасно шумели. Это просто ребенок, он орал просто в полный голос. И это очень сильно будет, даже сквозь глубокий сон. Сейчас хочу посмотреть, что там с моим полетом. Все равно уже пора вставать. 5 утра сейчас, я почти не выспался. Очень тяжело как-то это сдалось. Но надеюсь, хотя бы в самолете немножко высплюсь. Аэропорт куда интереснее оказался. Классный водопад, здесь зелень. Задерживается наверху, 40 минут ждать, зато в комфорте, хоть и в самолете. Пассажиры рядом, которые со мной сидят, не пришли. Ну, либо эти билеты вообще не были проданы. Так что есть возможность немножко прилечь, полежать. И все-таки стоит рассказать, что я делаю в самолете. В самой первой серии в Латвии я еще говорил, что автостоп, возможно, будет не единственный способ моего передвижения. Так и оказалось. Потому что граница между Гонконгом и Китаем закрыта, так что я взял билет до Ханоя, Вьетнам. Но аэропорт Ханоя тоже закрыли, так что поменял билет на Бангкок. Откуда взял деньги? Смотрите серию про Гонконг «Львиная голова». Все, включал утро в Бангкоке, прилетел, все отлично. В самолете даже успел выспаться, на самом деле. Мы задержались на минут 40, поэтому это дало мне время поспать немножко. Ну вот, настроение отличное, чувствую себя хорошо, поэтому поеду в центр куда-нибудь. Первым делом, что я сделал, сразу заказал себе покушать яйцо, рис, курица, и это стоит не сильно дорого здесь. В Таиланде вот это обошлось 60 бат, либо 120 рублей, либо чуть меньше $2. Точнее, $2, либо 2 евро, примерно вот такая цена. И здесь нереально жара стоит, я просто весь пропотелся, поэтому сразу переоделся, заказал покушать. Потому что я не помню уже сколько дней я нормально не кушал. Фух, вы себе просто не представляете, какой это кайф, когда бюджетный турист, как и я, обретает независимость во время путешествия. Потому что заработанные деньги я сейчас могу смело тратить на билет общественного транспорта и еду, а не рассчитывать на какой-то случай. Кстати, я взял билет на быстрый поезд. Переплата небольшая, зато намного быстрее я попаду до центра. И на одном автобусе, как я понимаю, до центра тоже не доехать. Подошел к тете полицейскому, так даже она накрашенная здесь. Так забавно. Сейчас попробую, может быть, заснять ее, если я задом буду стоять. Она стоит там сзади. Не успел. Ладно, ну это, короче, прикольно, реально. Даже полицейские улыбчивые и накрашенные. Это забавно. И, кстати, опять эти рамки везде на выходе. Каждый раз надо проходить через рамки, хотя всем вообще пофиг на эти рамки. Я не понимаю, в чем смысл для их ставить. И опять мисинформация с метро, потому что красная вывеска. А мне нужна синяя линия. Здесь нету другой станции, здесь только одна станция.
Вот и догадывайся, в чем дело. А здесь вывеска опять синего цвета. Где логика, блин? Да, вот такие моменты немножко непонятные, вводят в заблуждение. Но есть свои плюсы, что очень много, да, немного, я думаю, наверное, почти все дублировано на английский язык. Так что без знания английского сложно, но со знанием английского вообще проблем нет. Вот, к примеру, здесь тоже все дублируется. Потому что тайский язык, ну, настолько непонятный. Да, здесь, конечно, народу в разы больше, чем даже в Гонконге. Просто настолько битком забиты, что я не знаю, как даже зайти. Ну вот, на метро я доехал до самого центра, и сейчас вокруг меня очень знаменитая пешеходная улица – это Хаасан Роуд. После изнурительного стритования по 8-10 часов, а то и по 12 часов в день, хочется просто прогуляться по теплому городу и расслабиться хоть немножко. Вначале мы, наверное, сходим к речке, нагуляем, так скажем, аппетит, а потом уже двинемся в сторону застроек, да, имею в виду в центр города. Виды, конечно, просто экзотические, особенно меня удивляют вот эти висячие провода. Мне вот интересно, это провода висят только в центре города или вообще по всему Таиланду будет то же самое? И еще прикольно видеть такое большое количество мототехники, и, конечно, пикапы тоже удивляют. Может показаться, что мы далеко ушли от центра города, но нет, мы прошли меньше километра в сторону большой речки. Это первый день в Тае, но из опыта могу сказать, что к мусору, крысам, антисанитарии привыкаешь где-то за неделю. Такое чувство, что местные здесь совсем на расслабоне. Сразу видно, приехал на юг. Но цены довольно доступные. Напитки 25 бат. Но пока что я еще не готов есть вот в таких вот условиях. Такими темпами мой аппетит не нагуляется, а уйдет от меня. Немного перевел свой дух, поэтому возвращаюсь на Хаасан Роуд. Здесь прям на улице продаются суши, они не холодные, то есть просто суши на свежем воздухе. Они могут лежать целый день. Такой длинный прохладный коридорчик. И здесь с одной стороны магазины, всякие разные, с другой стороны продают уличную еду. Где-то, я не знаю, это сим-карты или какие-то путевки и всякого такого вот. Здесь очень свежо. Это, наверное, одно из немногих мест. Плюс здесь еще прохлада с магазинов идет сюда. Кондиционеры работают в магазине, поэтому в магазине нереальный дубак. Наверное, меньше 20 градусов. Плюс в некоторых стоят еще вентиляторы. Что интересно, то, допустим, одежда здесь очень дешевая. Допустим, штаны хлопковые, как я понимаю, стоят 100 бат, это где-то 200 рублей. То есть это вообще прям копейки. И то это туристическое место. Это овощные и фруктовые соки. Цена довольно дешевая вообще в целом для Европы, допустим, для России в том числе. Но для местного рынка это, ну, так, не сильно супер дешево. Они сразу на месте делают, любой сок можно заказать. Но на базаре фрукты стоят как минимум раз в 5 дешевле. Я еще не был на базаре, я хочу съездить на базар и купить фруктов именно там. Пару раз я уже покупал фрукты, они стоят где-то, ну, допустим, половина ананаса стоит где-то 40 рублей. После многочасовой прогулки мне показалось, что взять автобус будет очень хорошей идеей. Автобус — это довольно медленный транспорт, но не потому, что он медленно ездит. Он ездит довольно быстро. Но вот на остановке ждать придется автобус действительно долго. Я второй раз жду автобус. Первый раз я ждал, наверное, минут 45, второй раз полчаса как минимум. Зато вот именно мой не ехал, он уходит очень редко. Так что в Таиланде, ну, я имею в виду в Бангкоке, лучше, наверное, выбрать, если автобус, то посмотреть, какой из них чаще ходит, потому что ехать мне минут 10-15 на автобусе, а ждать его 40 минут. Так что лучше проехаться немножко больше. Но зато он стоит очень дешево. 8 бат, это 16 рублей, либо примерно 20, меньше 25 центов. Еще из таких нюансов нужно стоять на остановке и смотреть, какой автобус подходит. Как только видишь свой номер, надо выйти чуть-чуть на дорогу, вот где разделительная полоса, между ней и тротуаром встать, помахать рукой, и тогда автобус остановится. Сейчас попробую показать.
А жизнь начинается только после заката, потому что днем в такую жару что-то сделать на улице практически невозможно. Допустим, сегодня, когда я прилетел в Бангкок, на улице было 40 градусов. Представляете себе такую жару? А что еще меня очень сильно удивляет, это то, что несмотря на такое большое количество мотороллеров, машин и разного транспорта, движение здесь очень спокойное. Никто никуда не торопится, все едут спокойно, пропускают друг друга и уважают друг друга. Без каких-то специальных зданий, так скажем, найти остановку практически невозможно. Даже если остановка отмечена на карте, это не значит, что она не может быть перенесена буквально там на 5, 10, 20 или 30 метров. На тук-туке можно доехать на метро. Но это не сильно дешево. Тук-тук стоит примерно 2 евро доехать буквально, наверное, километра полтора до метро. Но зато быстро. Наконец-то я выбрался днем погулять по Бангкоку. Нереально жарко, сейчас солнце светит, шикарная погода. И люди настолько дружелюбные, что вот работники сзади, они просто сказали hello и welcome to Bangkok. Добро пожаловать в Бангкок. Так приятно, на самом деле. А гуляю я сейчас по территории храма, буддийский храм. И здесь очень красиво, такая красота, зелено. Я уже был в одном буддийском храме, вот это второй, который рядом находится с тем местом, где я сейчас остановился. А про это место расскажу прямо сейчас. Почему-то я не удивлен, что самое интересное пропало. Мы остановились в школе английского языка для тайцев, и вкратце я вам расскажу про этот центр. Пойдем сверху вниз. Это трехэтажное здание, и на третьем этаже есть бесплатная общага для иностранцев. На втором живут учителя, а вот на первом тайцы обучаются английскому языку. Нам дают бесплатную крышу над головой в обмен на общение со студентами на английском языке. И в среднем в день мы примерно общаемся 1-2 часа. Но с некоторыми учениками мы реально подружились и общались вне школы целый день. Все, выезжаю из Бангкока на север, потому что есть всего 2 направления из Бангкока, это север и юг. На юг обычно едут отдыхающие, на север туристы. Так как я турист, хочу посмотреть Таиланд и горы, и море. Горы в первую очередь, а вот море уже на обратном пути, когда поеду в сторону Сингапура. Это вторая машина, и из города нереально сложно выехать. И сейчас, потому что расстояние очень большое, где-то километров, наверное, 35 пришлось ехать на автобусе. И сейчас вторая машина, мы еще из города даже не выехали. Но нас даже выкинут просто на трассе, с которой будет удобно подобрать машину в сторону севера. Первый раз в пикапе. К сожалению, мы мало проедем, но сколько-то ты проездил? Главное выехать из города. Вот это ребята, они сидят в кабине. И здесь нереально просто чистенько, прям аккуратненько, так вот все наши вещи. Чемодан, рюкзак, картины. О, это, конечно, классный опыт такой, но здесь жарко, душно, вообще жестко. Но это очень круто. На самом деле даже ветер из окна не остужает, потому что он такой же горячий. Он совсем чуть-чуть остужает. Но практически нет, так что нет смысла даже вообще окно открывать. Обдувает теплый ветерок. На север Таиланда, наконец-то. Потому что про Бангкок я расскажу, наверное, чуть попозже. Я провел там в районе недели. Но впечатления, на самом деле, очень такие смутные, поэтому нужно какое-то время, чтобы понять, как я отношусь к Бангкоку. Потому что на данный момент я немножко на негативе, если честно. Но я очень надеюсь, что Таиланд и Бангкок — это разные вещи. Ну, скоро мы узнаем, каково это на севере, в горах, потому что все расхваливают горы. Все говорят, самая красота — это либо север горы, либо юг моря. Пока что посмотрим горы, но море тоже впереди. Мы движемся на север, и нас уже предупреждали о пожарах на севере. К счастью, горит лишь трава между полосами движения. Мы сменили уже несколько машин, и в основном это только пикапы. За исключением вот этой грузовой машины с очень дружелюбным тайцем, который сразу же предложил нам воды.
Мы в пути уже целый день и начинает потихоньку темнеть. Мне, конечно, очень нравятся закаты, особенно в тех странах, в которых я еще не был. Но сможем ли мы стопить в новой стране после заката? А вот если не доберемся до заката, то нам придется по старой традиции искать место для ночлега. Ой, солнце уже, почти село. Выезжаем на машине из буддийского храма. И сейчас расскажу, куда мы едем. А еду я в отель, потому что я хотел остановиться в буддийском храме. Не смог доехать до того места, в которое я хотел. И в буддийском храме нам не разрешили остановиться. Сказали, что нет, нельзя. Это не принято у них почему-то. Хотя на самом деле мне говорили, что вроде как можно. И поэтому один из монахов предложил оплатить номер в отеле. И мы приехали сюда. И один из ребят снял, получается, нам вот такой вот отель до утра. Это вообще просто нереально круто. Территория отеля — это длинный коридор, одноэтажное здание. Здесь вот стоянка, в основном, конечно, одни мотороллеры. Стоят мотороллеры, мопеды. И вдоль коридора расположено окно, дверь, окно, дверь. Я не знаю, сколько здесь номеров, но мне кажется, здесь номеров не так много. Вот у нас номер вот 20. Так что, думаю, здесь номеров, наверное, может быть 20-30 максимум. Хотя нет, вот здесь лестница наверх. Сейчас я хочу просто знать насчет Wi-Fi. Но номер на самом деле очень приятный, очень уютный, очень светлый. И честно, ребята прям порадовали. Когда я спросил Wi-Fi, мне выдали вот такую бумажку. Но я думаю, для более продвинутых это будет не проблема, но для неопытных пользователей подключиться по IP-шке, я не знаю, удачи. Но то, что произошло один раз, не значит, что произойдет дважды, трижды. И не стоит никогда рассчитывать на то, что, во-первых, можно в храме переночевать. Мне просто сказали, я хотел принципиально это проверить на практике, можно ли это сделать. Да, многие вещи, как я понимаю, действительно не советуют, и они не работают. Но некоторые вещи работают, может быть, только один раз. Поэтому на такое рассчитывать не стоит. Я имею в виду, мне Таиланд очень сильно напоминает Болгарию, и ожидать какого-то супер-мега-сервиса за маленькие деньги здесь не стоит. Вот. Про Бангкок я, как говорил, расскажу чуть-чуть попозже. Хотя на самом деле мне было бы достаточно, если бы разрешили остановиться на территории храма, потому что у меня есть спальный мешок, на улице очень комфортно, очень тепло. Наверное, градусов 25, мне кажется. И мне было бы этого достаточно, но судьба сложилась чуть-чуть по-другому, и сейчас эту ночь смогу выспаться, потому что прошлой ночью я на самом деле спал не очень хорошо. Из-за жары, да и вообще в целом. Так что сейчас схожу в душ, и все, надо спать. Завтра выдвигаюсь на север, в горы.